Обвинения Зеленского в адрес Запада, Лавров комментирует слова Лукашенко, а аналитики называют причины, по которым стремительно изменяется линия фронта. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Удары Польши по российской военной технике. Стратегия на столе у Байдена. К чему все идет? Заявление Лаврова об условиях завершения войны. Новые требования, новые взгляды. Что на этот раз говорят в МИД РФ? Понимаете, гадать бессмысленно. Зеленский в ярости. После визита в Европу он вновь критикует союзников. Что не так? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. В октябре 2024 года оккупационной армии РФ удалось достичь самых больших территориальных завоеваний впервые с лета 2022 года. Российские силы захватили более 160 квадратных миль. Это 400 квадратных километров территории. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. По данным издания, такое продвижение одно из самых быстрых за время войны. Авторы материала опросили аналитиков, которые назвали причины, по которым россиянам удается стремительно менять линию фронта. И этих факторов несколько. Итак, это ослабленные оборонительные линии Украины, массированное использование российской авиации управляемых бомб, проблемы с личным составом в украинской армии, освобождение позиций для переброски опытных подразделений, здесь упоминается переброска боеспособных сил ВСУ на Курское направление, а также российская тактика фланговых обходов и угрозы окружения. Все это и привело к продвижению оккупантов на востоке Украины. Кроме того, армии РФ удается наступать еще и за счет маневра сил, говорит в интервью «Нехта» руководитель программ безопасности Центра глобалистики, который специализируется на таких вопросах, Павел Лакийчук. Это их плюс, ну и в длительной перспективе может оказаться минусом. Потому что, с одной стороны, переброска, использование оперативных резервов, это что значит? Это значит, наиболее подготовленные, наиболее боеспособные подразделения бросаются сегодня на направление главного удара на одном направлении, там, грубо говоря, на Покровском, где они обеспечивают прорыв, продвижение войск. Потом меняется приоритет. Селидовское, грубо говоря, направление становится приоритетным. Эти подразделения снимаются, выставляются более слабые, а эти подготовленные, боеспособные перебрасываются на другое направление. В результате именно самые боеспособные подразделения терпят наибольшие потери. Зеленский продолжает критиковать западных партнеров Украины. Он вновь открыто намекнул, что США слили тайную информацию о запросах Киева. Также повторил, что союзники неохотно передают военную помощь. Мол, они хотят это делать, но только тогда, когда видят результаты на поле боя. Под раздачу попала и Польша. Зеленский напомнил, что поляки сделали многое для украинцев и для обороны страны, но при этом заявил, что Варшава нашла причины не передавать Киеву самолеты. З Польщею у нас добросусідські відносини. Люди Польщі нас підтримували. Тощо, так, є різні виклики були. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас стрій, там у нас газосховище. Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в рішенні в цьому знов-таки одні, що якщо НАТО нас підтримує. Я поїхав, я домовився з генсеком НАТО, тоді був Столтенберг генсеком, що Польща отримує місію. Як вона правильно називається, ця місія? Поліцейська місія вона правильно називається? Так? Поліцейська місія – це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги. Але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлась. Так.
Польша должна сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. В этом уверены члены двухпартийной палаты представителей США. Они требуют, чтобы Байден дал разрешение Варшаве распространять польскую ПВО на оборону украинского неба с целью самообороны. Об этом пишет издание The Hill, которое получило письмо с обращением к Белому дому. В документе также говорится о том, что постоянная осторожность Запада в принятии решений уже привела к тому, что Путин осмелел и проводит кампанию атак в серой зоне против союзников НАТО наряду с незаконной войной России против Украины. Как считаете, к чему может привести такая тактика западных партнеров Украины? Тактика осторожности и частого выражения лишь обеспокоенности? Поделитесь своим мнением в комментариях. Лукашенко подставил Лаврова. Главе российского МИДа пришлось отвечать за громогласное заявление самопровозглашенного президента Беларуси. Тот, я напомню, накануне заявил, что якобы общался с некими представителями Запада, которые уверили его в том, что пора садиться за стол переговоров, а между Украиной и РФ может быть ничья. У Лаврова свой взгляд, он вновь начал рассказывать, что Путин начал вторжение, так как России надо было защитить братьев и сестер в Украине, предки которых столетиями осваивали соответствующие земли. Насчет того, как вести договоренности, понимаете, гадать бессмысленно. Ведь в ничью это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе, кстати, и к Стамбульской договоренности. Это все зависит от того, понимаете, в ничью, мне кажется, немножко не передает необходимости обеспечить надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе. И причины нам хорошо известны. В Беларуси продолжают разыгрывать спектакль под названием «Выборы». Даже регистрируют кандидатов в президенты, кроме Лукашенко. Кстати, побороться за кресло, из которого Лукашенко не встает уже 30 лет, решились две женщины. Одна из них – главный идеолог Минска, послушная чиновница, полковник Ольга Чемоданова, которая работала пресс-секретарем МВД. Вторая женщина, которая решила принять участие в так называемом электоральном процессе – бывший депутат Палаты представителей Анна Конопатская. Она тоже подала в ЦИК документы. Лукашенко уделяет им свое сексистское внимание. Я думаю, они просто хотят действующего президента обезопасить. Ну а как иначе я могу расценить особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить флангами и обезопасить. Ни больше, ни меньше. Но мне хотелось бы так. Вы в опасности? Да нет, вы не беспокойтесь. Ну, мы с вами прошли такую бурную жизнь, и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Черноморский флот России не выполнил 75% задач, которые стояли перед ним как перед началом полномасштабного вторжения в Украину, так и после. Причиной такого провала стали действия вооруженных сил Украины. Об этом в интервью «Нехта» заявил капитан первого ранга, военный аналитик, сферой исследовательских интересов которого является в том числе морское право, Павел Лакийчук. По словам Лакийчука, для РФ флот пока не стал обузой, но все к этому идет, так как сейчас основной задачей Черноморского флота является защита самого флота, что является комической ситуацией. Капитан первого ранга отмечает, что флот оккупантов так и не смог заблокировать украинское побережье, провалилась морская десантная операция, которая являлась элементом стратегического наступления РФ, и, кроме того, Россия лишилась морской пехоты, от нее осталось лишь название. По словам Лакийчука, пока еще флот может участвовать в ракетных ударах по Украине, но ВСУ работают и над тем, чтобы лишить россиян такой возможности. Морская пехота – это подразделения, которые отработаны и заточены под выполнение морской десантной операции. То есть, вот, когда в 2021 году на Апуке россияне силами десантников, морпехов отработали масштабную десантную операцию, морскую десантную операцию, вот эти люди, те люди, которые были тогда, они были готовы, подготовленными морскими пехотинцами. Потом этих морских пехотинцев
сожгли в боях на юге Украины, под Мариуполем и так далее, на Херсонском направлении. А тот контингент, который воюет у россиян сейчас, это уже не морские пехотинцы. Их надо учить на морских пехотинцев, проводить с ними соответствующие учения. Из Сербии эвакуировали белорусского режиссера, журналиста и активиста Андрея Гнета. Спустя год его дело сдвинулось с мертвой точки, и теперь соучредитель Свободного объединения спортсменов Беларуси находится в безопасности на территории Польши. Об аресте и попытке экстрадировать Гнета из Сербии по запросу Беларуси команда Нехта рассказывала неоднократно. Силовики Лукашенко добивались этого в течение года. На родине режиссеру грозит тюремный срок по делу якобы о неуплате налогов. На самом же деле Гнет говорит о политически мотивированном преследовании. Напомню, что журналиста задержали в Белграде осенью прошлого года, когда он прилетел в Сербию. Причиной стал запрос силовиков Беларуси через Интерпол. В сербской тюрьме Андрей Гнет провел 7 месяцев, однако добился перевода под домашний арест. После боролся за то, чтобы суд Сербии не экстрадировал его в Беларусь. Теперь же Гнет находится в Варшаве. Перед эвакуацией из Сербии режим Лукашенко признал инстаграм-аккаунт Гнета экстремистским. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. А оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.